Всем привет, это Евротур, Миша и Никита, и мы отправились на юг Чехии. Мы проехали около 3 часов от Праги, и сейчас находимся в маленьком поселке, который называется Ржимов, если я правильно произношу. Здесь огромная плотина, водосброс, электростанция, судя по всему, и милый поселок, в котором находится интересный и нужный нам дом. В этом поселке находится дом сенатора Совета Федерации от Кировской области Вячеслава Тимченко. Он довольно давно купил этот дом на чешскую компанию, ей владел вместе с супругой, но в 2013 году, когда он был депутатом Госдумы, ввели новые ограничения, и он не мог владеть чешской компанией, поэтому она была переписана на его... кого же она могла быть переписана? Она была переписана на его взрослую дочь. По оценке на 2010 год дом сенатора Тимченко стоил около 10 миллионов чешских крон. Сейчас это 33-34 миллиона рублей. Про господина сенатора еще забавный факт. В 2018 году он был членом комиссии Совета Федерации по взаимоотношениям между Чехией и Россией. Ну, есть такая догадка, что сенатор, который находится в группе по взаимодействию с чешским парламентом, может на халяву летать в Чехию. Не только для того, чтобы взаимодействовать с парламентом, собственно, но и для того, чтобы посещать свой дом здесь. О себе сенатор Тимченко говорил, что его любимое занятие – рыбалка. Наверняка, выбирая дом, он оценивал близость водохранилища. Вячеслав Тимченко не первый владелец этого дома. Участок изначально принадлежал компании топ-менеджера Транснефти Анатолия Безверхова. Сейчас он работает в дочке Роснефти. Сделку по продаже оформили еще в 2007 году и за очень скромную сумму – меньше 1 миллиона крон. Жена Безверхова Тамара владеет одним из домов по соседству. В этом году сенатор Тимченко стал паровозом для «Единой России». Возглавил список партии на выборах в Законодательное собрание Кировской области. Надо сказать, все дома в этой части поселка принадлежат людям из России. И большинство тут выходцы из самых северных регионов. Например, вот эти 2 участка записаны на фирму бывшего депутата от «Единой России» из города Няголь Эльдара Исмаилова. Депутат Исмаилов сидел в городской думе минимум 10 лет, но в декларации владения в Чехии не указывал. Когда Scanner Project отправили запрос в прокуратуру, вдруг выяснилось, что депутат уже сложил полномочия. Но новостей об этом вы не найдете. Вероятно, он отказался от места в Думе с задним числом. А вот этот дом принадлежит Альфие Павкиной, члену Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа и бывшей главе Торгово-промышленной палаты. Ее муж Павел Павкин 5 лет руководил избиркомом Югры. Дом в Чехии в его декларации тоже не упоминался. По чешским владениям российских чиновников и депутатов можно кататься многие месяцы. Одной страной мы ограничиваться не будем и отправляемся дальше. Теперь нас ждет Австрия. Итак, мы проехали еще несколько часов, и теперь находимся в Австрии. Чехия граничит с Австрией, поэтому за 3 часа мы попали из одной страны в другую. Мы находимся на озере Аттерзе, и вот прямо за нами дом, который принадлежит бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову. Про него очень много всяких забавных и не очень историй. Ну, не очень забавные эти истории, потому что вообще-то это российский чиновник. Но Игорь Шувалов довольно специфический чиновник. Не у всех вице-премьеров есть частные борты, частные самолеты, на которых он возит своих собак-корги по всему миру. Собачек катает. И как обратили внимание в прошлом году журналисты, когда вся Европа сидела на карантине, и да, в общем, и Россия тоже, самолет Игоря Шувалова несколько раз прилетал в Австрию, он приземлялся в аэропорту Зальцбурга, и эту ситуацию пришлось комментировать даже министру здравоохранения
Австрии. Ей нужно было объяснить, в общем, австрийцам, почему здесь из России прилетает самолет, когда те же австрийцы не могут никуда полететь. Самолет объяснили так, что самолет возил чемоданы, которые забыл Игорь Шувалов. Но проблема в том, что самолет прилетел несколько раз, ну и, вероятно, он, наверное, отвез чемоданы, потом он понял, что он забыл зарядку от телефона или что-то еще, потом самолет прилетел, что-то еще было забыто, и так несколько раз. С марта 2020 года самолет Шувалова Gulfstream 650 за время карантина как минимум 13 раз приземлялся в аэропорту Зальцбурга. Отправной точкой не всегда была Москва. Бизнес-джет взлетал из Хельсинки, Риги, Лондона, Женевы, Сплита в Хорватии и небольшого городка Гроссетте в Италии. Но каждый раз борт главы Внешэкономбанка возвращался в Москву. Были там пассажиры или самолет и правда перевозил только вещи, сказать невозможно. Мы изучили сайт местного муниципалитета и обнаружили, что владельцы этой усадьбы в марте нынешнего года подали заявление о проведении общественных слушаний. Это необходимая процедура узнать, чтобы жители не были ли против. И узнали, что Игорь Шувалов хочет немного реконструировать дом, расширить подвальные помещения и построить себе бассейн. Вообще довольно забавно, потому что одна из этих смешных и грустных историй про Игоря Шувалова, это когда он построил себе дом в Подмосковье, там тоже достаточно большой особняк, не такой, конечно, не на таком озере, но неплохой, то в соседней многоэтажке были забетонированы окна, потому что жители многоэтажки, не должны смотреть, как живет вице-премьер. Но я думаю, что жители многоэтажки он не спрашивал, хотят ли они забетонировать, чтобы им забетонировали окна, а здесь пришлось спрашивать местных жителей, типа, окей, что будет реконструкция и построит человек себе бассейн. Берега озера Аттерзее в Верхней Австрии входят в список мирового наследия ЮНЕСКО. Это очень популярное туристическое направление. Впервые дом в Австрии площадью почти 1500 квадратных метров появился в декларации Игоря Шувалова в 2009 году. Правда, чиновник указывал, что он и его супруга только арендуют дом, а не владеют им. Только через 5 лет после расследования Алексея Навального Шувалов признал, что арендует особняк у компании, а вот компания принадлежит его жене. Согласно документам, австрийская компания на 99% принадлежит лихтенштейнской фирме. Это карликовое государство своего реестра не раскрывает. Еще 1% записан на Griffin Trust. Эта компания, как говорится на ее сайте, помогает сохранить семейное богатство и обеспечивает передачу богатства вашим наследникам. Как мы видим, на участке есть основной дом, домик поменьше, чудесная лужайка и небольшой причал. Есть и эллинг. Но в декларации Шувалова и его супруги нет ни катера, ни моторной лодки, даже парусника нет. Судя по съемкам, поместье Шувалова действительно на ремонте. Видны строительные вагончики. Вероятно, его самолет и правда использовался как грузовой и вывозил из особняка вещи, чтобы австрийские строители, не дай бог, не повредили особо ценные предметы. Своего самолета у нас нет, но вот мы уже в третьей стране с начала этой серии. Мы проехали еще несколько часов и сейчас находимся на Кузбассе. Прям за мной угольный разрез, вот башни шахт, и нам нечего дышать от черной угольной пыли. На самом деле мы находимся в Швейцарии, в городе Сейнт-Гален. Сант-Гален, кантон Сант-Гален. В котором обнаружилась недвижимость, принадлежащая семье депутата Павла Федяева. Усадьбой, которая находится здесь у живописных лугов,
в котором обычно пасутся коровки. Эта усадьба принадлежит лихтенштейнской компании, но по сути бенефициарами является семья Федяевых. Это такой довольно известный, большой и богатый кузбасский клан. Их отец Михаил Федяев в свое время с Владимиром Гридиным создали такой сибирский холдинг по добыче угля. Миша, а кто такой Владимир Гридин? Владимир Гридин – это бывший депутат Государственной Думы, Да, естественно, тоже депутат. от «Единой Хорошо. России». Теперь Хорошо. он уже ушел в отставку. Он являлся заместителем председателя комитета по транспорту, потому что этот уголь надо как-то возить. Естественно, этот кузбасский уголь Гридин и Федяевы продавали с помощью компании, зарегистрированной в Швейцарии. Ну, то есть не депутаты возили уголь? Нет, не депутаты. Но когда Гридин перестал быть депутатом, его вот эта должность заместителя председателя комитета по транспорту перешла старшему сыну Михаила Федяева, Павлу Федяеву. И он успешно занял это место. Усадьба Федяевых находится возле живописных лугов, ну и у них у самих есть земля, примерно 1 гектар. Судя по объявлениям, такая усадьба сейчас может стоить примерно 1,5 миллиона швейцарских франков или 120 миллионов рублей. Мы эту усадьбу нашли, потому что у Павла Федяева есть младший брат Юрий. Вообще он не занимается никаким бизнесом, у него есть одна юрлицо, патентное бюро в Кузбассе, и он числился одно время трейдером вот в швейцарском семейной компании, которая продает кузбасский Собственно, уголь. Уголь, да. Младший брат регистрировал компанию в Германии и указал этот адрес как место своего проживания, а лихтенштейнская компания, которой, собственно, принадлежит этот дом, ей управляют одни и те же юристы, что и швейцарским трейдерам, продающий уголь из Кузбасса. Чтобы было понятнее, объясним на схеме. Вот Павел Федяев, депутат. Вот его брат Юрий, по документам житель Сант-Галена. Вот компания Besthold, а точнее их две. Одна швейцарская, другая из Лихтенштейна. Одна из них владеет усадьбой в Сант-Галене. Но обе компании управляются теми же юристами, что и компания «Мир», которая продает кузбасский уголь Федяевых. История с переписыванием недвижимости на брата для депутата Федяева системная. Абсолютно так же он поступил со своими владениями на Рублевке и в Москве. 2011 год. Павел Федяев идет в Государственную Думу. И брату Юрию формально отходят 3 квартиры. Неплохой способ очистить декларацию. Вот первая. Улица Тверская, дом 4. 70 квадратных метров, прямо у здания Государственной Думы. Примерная стоимость сейчас 70 миллионов рублей. Вторая квартира. Улица Тверская, дом 9. Последний этаж, 135 квадратных метров. Примерная стоимость от 135 миллионов рублей. Третья квартира. В Крылатском на Рублевском шоссе. Относительно небольшая, 50 квадратных метров. В декабре 2013 года Павел Федяев дарит брату еще одну квартиру, 127 квадратных метров в районе Хамовники в Кропоткинском переулке. Приблизительная стоимость сейчас 63,5 миллиона рублей. У семьи Федяевых есть вилла на Рублевке. Ее обнаружило издание «Проект», когда составляло путеводитель по этому поселку российской элиты. И эта вилла меняла владельцев по той же схеме. Сначала принадлежала депутату Павлу Федяеву, а потом его брату. Стоимость земли под усадьбой – 32 миллиона рублей. В 10 минутах езды находится второй объект, связанный с этими семействами, с нашими семействами. Это салон красоты, который называется My Beauty Home. Мы очень хотели попасть сегодня на ноготочки, но, к сожалению, они уже закрыты. Салон красоты My Beauty Home в кантоне Сант-Гелен открыла Светлана Гридина. Это невестка бывшего депутата Владимира Гридина и бизнес-партнера семьи Федяевых. А на Кузбассе все так же угольная пыль от разрезов летит по всей округе, люди дышат этой пылью. И раньше
умирают. Невозможно представлять наш регион, наш промышленный регион в Государственной Думе, в парламенте, если ты не был на угольном предприятии, если ты не ходил по полям с селянами, если ты не был на химическом предприятии. Без этого, если ты не понимаешь, как живут люди, если ты сам вот здесь не был, да, как ты поймешь, что для них важно? Они делают для нас все, что могут шахтеры. Наша задача им ответить тем же. Павел Федяев планирует в этом году переизбраться депутатом Государственной Думы. Сейчас, если открыть его Инстаграм, можно увидеть, как он дарит много подарков. Он называет это благотворительностью, но больше это похоже на подкуп избирателей. Так, недавно Павел Федяев ветеранам дарил на 9 мая бутылку водки. Бутылки водки не в Швейцарии произведены были явно, а на... В семейном заводе семьи Федяевых. Родился я в городе Кемерово. Вначале мы жили на Марковцево в однокомнатной квартире. Потом переехали на проспект Ленина. Все мое детство проходило в основном, конечно, летом в деревне, у бабушки. Мы должны заботиться и быть хозяевами того, что нас окружает. Павел Федяев планирует и дальше лоббировать интересы своей семьи и партнеров. При этом в Инстаграме он пишет, что семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, необходимо помогать. Мы важную вещь забыли сказать. Мы уже рассказываем и ездим, мы смотрим дома единороссов, и просто забываем об этом сказать. Конечно же, все эти депутаты Гридины и Федяевы, они тоже из «Единой России». Это Швейцария, Евротор. Мы поехали дальше. Вы подписывайтесь на канал. До следующих серий.